Друзья, мы продолжаем разбираться в истории еды, и сегодня у нас выпуск про то, без чего не обходится ни один холодильник в России. Я говорю про пельмени. Я думаю, не нужно объяснять, что они значат для нашей кухни. Пельмень – одно из тех слов, которые не требуют перевода на иностранные языки, примерно как самовар и спутник. Пельмени согревают нас долгими вечерами, наполняют силой, утешают в тяжелые минуты, в общем, понятно. Но вот откуда они взялись, кто их придумал? Какие бывают пельмени и где их едят? Попробуем во всем этом разобраться. Кто и когда додумался первым заворачивать начинку в тесто, этого мы, скорее всего, не узнаем. Когда именно это случилось, тоже. Есть самые разные версии. За 1000 лет до нашей эры, в начале нашей эры и так далее. А вот где это произошло, точно известно. Китай. Изобретение пельменей китайцы обычно приписывают легендарному врачевателю по имени Джан Цзин, основоположнику китайской традиционной медицины. Считается, что он видел в пельменях практически панацею, лекарство от многих болезней и спасение простого китайского трудящегося, измученного морозом и ледяным ветром. В Северном Китае иногда бывает довольно холодно, и местные жители то и дело что-нибудь себе отмораживали, в основном уши. Чтобы помочь им, Джан Цзин начал делать свертки из теста, начиненные измельченной тушеной бараниной, перцем и лекарственными травами, и отваривать получившееся блюдо в бульоне. К отмороженным ушам, как можно было бы подумать, пельмени при этом не прикладывали. Пельмени употребляли внутрь, привычным нам способом. Специи и травы оказывали дополнительный разогревающий эффект. И в целом, поесть в холода горячего мяса в тесте – это довольно разумная идея. Китайцы сразу полюбили новое блюдо, которое получило название цзяоцзи, что означает «нежные уши». Кроме ушей, форма пельменей напоминала жителям Поднебесной золотые и серебряные слитки традиционной формы, так называемые ямбы. В результате пельмени стали, кроме лекарства, символом достатка и финансового благополучия. С тех пор их в обязательном порядке подают за праздничным новогодним столом. Считается, что на удачу. Дел было давно, так что твердых исторических свидетельств о происхождении пельменей у нас нет, только легенды. Но так или иначе, традиция заворачивать в тесто самую разную начинку широко распространилась по всей Восточной и Юго-Восточной Азии. Пельмени начиняли мясом, птицей, рыбой, грибами, овощами. Их варили, жарили, запекали, готовили на пару. Практически у каждой азиатской культуры есть собственная версия этого блюда. У китайцев вонтоны, баоцзи и димсамы. У японцев гёдза, у корейцев манду, у тибетцев и непальцев высокогорные момо. Собственные пельмени под названием модок есть даже в Индии, но они сладкие. Это, кстати, ритуальное блюдо, которое в качестве подношения предпочитает слоноподобный бог Ганеша. Понятно, что пельмени рано или поздно должны были начать свое триумфальное шествие на запад. Для этого существовал один маршрут по главной транспортной артерии древнего мира, которая соединяла две части известной тогда Вселенной – по Великому Шелковому пути. И вот пельмени двинулись вглубь континента, а там их подхватили кочевники-монголы и разнесли по всей Средней Азии и Сибири. Самым выдающимся образцом монгольских пельменей стали позы или буузы, которые до сих пор готовят в Бурятии, Тыве, Иркутской области и Забайкалье. И в Монголии, разумеется. Позаимствовав форму у родственной пельменям китайской паровой булочки баоцзи, кочевники стали готовить блюда с начинкой исключительно из мяса. Вода в походах была обычно в дефиците, поэтому готовили на пару. Отличительная особенность бууз – небольшое отверстие наверху и практичная круглая форма. Это не случайно. Блюдо изначально не домашнее, а походное. Их делали сразу много и брали с собой в дорогу в мешках, привязанных к седлу. Китайский пельмень в форме полумесяца тут не сработал бы, уголки бы просто отвалились. На части буузы ни в коем случае не резали, чтобы не вылилось самое ценное – бульон. Их ели руками, для начала надкусывая тесто снизу и высасывая жидкость. Эта традиция перешла и в грузинскую культуру. Хинкали родственны буузам, но технически совершеннее. У них есть хвостик, за который можно держаться рукой, а потом выбросить. В Средней Азии и на Ближнем Востоке получили распространение манты, а также мелкие пельмешки под названием чучвара.
Турции манты и чучвара необычным образом объединились. Местные манты делают миниатюрными, с ноготь размером. Такая умелая лепка считается высшим пилотажем для хозяйки, а при должной сноровке в одной ложке таких микропельменей помещается не менее десятка. Вообще, в каждой стране Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока существует не по одной вариации на тему пельменей. И все они заслуживают отдельного внимания. В России пельмени появились относительно поздно. Они пришли из Азии через Дальний Восток, горы Алтая и области рядом с озером Байкал. И где-то там были позаимствованы сибирскими охотниками. Измельчать мясо и рыбу в условиях холода здесь умели давно. Взять, например, знаменитую культуру строганины. А если эту строганину завернуть в тесто, получается практичный фастфуд, которым можно питаться и дома, заготовив достаточное количество впрок. Можно его есть зимой в дороге, натопив снега для варки. Когда большую часть года за окном стоит мороз, пельмени – это очень удобная форма запасов, которая не может испортиться, в отличие, например, от хлеба, который на холоде превращается в камень. Начинки сибирских пельменей соответствовали местной фауне. Распространена была дичь, рыба, особенно ценилась оленина. Сдабривали это все приличной порцией специй, лука, а при желании грибов. Часто внутрь добавляли либо мелко нарезанный жир, либо ледяную стружку, чтобы при варке внутри пельменя образовывался сытный мясной бульон. Форма здесь, как и у монгольских буус, приспособилась к условиям дороги. Пельмени лепили скругленной формы, заворачивая хвостики внутрь, чтобы при транспортировке полуфабрикат не ломался. Правда, называлось это дело не пельмени, а пельняне, что в переводе с языков местных народов переводилось как «хлеб в форме уха». То есть из Китая дошло не только само блюдо, но и тема ушей. Собственно, старое название пельменей на русском – ушки. Хлебные ушки, например, предпочитал Ермак со своим войском во время покорения Сибири. А к 17 веку блюдо настолько закрепилось в сибирской традиции, что в переписях тех времен стали появляться фамилии типа Пельменев или Пельменников. Когда Сибирь и Урал были окончательно присоединены к России и началось освоение земных недр, пельмени из ходовой еды рабочих, путешественников и охотников превратились в символ новой сытной жизни, в любимое блюдо новой аристократии, которая поднялась на разработке сибирских природных богатств. Популярный сибирский публицист XIX века Николай Ядринцев писал: «Когда подаются пельмени, то все блюда бывают поражены паникой и не смеют являться на стол. Присутствующие не смеют отказываться, сколько бы их ни подавали. Со стороны кажется, что пельмени наполнили все, что человек сыт до верха горла. Но это только так кажется. Сибиряк, потребивший их, только краснеет, и лицо его сияет удовольствием». Из Сибири пельмени распространились по России. Свои пельмени были на Урале. Там они скрестились с тюркскими кундюмами, которые было принято сначала запекать и только потом отваривать. Существовала интересная вариация на мотив чебуреков. Такой жареный пельмень называли посекунчик, благодаря очень сочной начинке, которая могла буквально брызнуть из кушанья при неаккуратном укусе. На территории современной республики Марий-Эл готовили подкоголи с начинкой из зайчатины и барсука, внешне больше похожей на известные нам вареники. Свои пельмени были и у татар. В западной части страны, куда пельмени попали окольными путями, были популярны польские пироги, чешские кнедлики, скандинавский крабкакор из картофельного теста и немецкие маульташины. И все же русское сердце завоевали именно сибирские пельмени. В Москву и Петербург они попали вместе с разбогатевшими сибирскими и уральскими промышленниками. Те просто не могли представить хороший купеческий обед без привычного блюда. С собой они привозили даже сибирских поваров. Считалось, что только они смогут приготовить настоящие правильные пельмени. Очень быстро пельмени появились в меню трактиров и ресторанов. Начались эксперименты с начинкой. В тесто заворачивали осетрину, икру и вообще любые деликатесы, до которых можно было дотянуться. А в одном трактире даже подавали фруктовые пельмени в розовом шампанском. Ожесточенные споры велись и по поводу того, как правильно употреблять пельмени. Кто-то ел пельмени в бульоне, который, в свою очередь, мог быть овощным, грибным или мясным. Кто-то приправлял сверху сливочным маслом.
Другие макали их в уксус с перцем, а выходцы с Дальнего Востока вообще были в шоке от того, что в столицах пельмени едят без молока. Ресторанами дело не ограничивалось. Пельмени стали любимым домашним блюдом и повседневным, и праздничным. Лепка пельменей, на которую собиралась вся родня, постепенно превратилась в своего рода домашний ритуал. Пельменную гегемонию не смогла подорвать даже революция. Конечно, во время гражданской войны на некоторое время стало не до пельменей, а в первые годы советской власти считалось, что человек новой эпохи должен питаться в современной заводской столовой, а не заниматься старорежимными кухнями с единоличной лепкой. Зато началось промышленное производство полуфабрикатов для общепита – котлет, тефтелей, тушенок, вареников, голубцов и, разумеется, пельменей. Важнейшую роль в этом деле, как и во всей советской кухне, сыграл Анастас Микоян, долгое время занимавшийся вопросами снабжения и производства. Изобретая советский общепит, он посещал США, чтобы ознакомиться с американскими методами промышленного производства еды и привез оттуда как технологии, так и передовое по тем временам оборудование. От бургеров было решено отказаться. Мир еще не был готов к формату социалистического дайнера. А вот жанр пельменный появился и распространился по всему Советскому Союзу. И стал у советского человека одним из самых любимых. Атмосфера в советских пельменных с их высокими столиками, за которыми нужно было есть стоя, характерными коричневыми подносами и баком со сладким кофе была, по общему мнению, неповторимой. Это были такие маленькие социальные клубы, куда заходили не только поесть, но и поговорить и выпить. Последнее было, конечно, запрещено и делалось тайком под столом. Интересно, что ассортимент советских пельменей сначала был довольно большим. Продавались даже так называемые китайские, с начинкой из смеси мяса с капустой. К 70-м он сократился, и основными стали пельмени с начинкой из смеси говядины и свинины. Они не только подавались в пельменных, но и продавались в магазинах в мороженом виде. Причем покупка сопровождалась обязательным ритуалом. Пачка была непрозрачная, и ее надо было обязательно встряхнуть. Если гремит, то все нормально, пельмени внутри не слиплись. Так пельмени описали полный круг и снова превратились в простую еду холостяков, рабочих и студентов. Сейчас пельменная культура понемногу возрождается, и в ресторанах можно найти любую экзотику, от уже привычных японских гёдза до американских крабовых рангунов. Пельмени остаются с нами и, скорее всего, останутся навсегда. Можно предположить, что человечество возьмет их с собой даже в космос, и однажды появятся марсианские и альфа-центаврианские варианты пельменей. Есть, видимо, что-то архетипическое и фундаментальное в сочной начинке, завернутой в горячее тесто. Пельмень уместен всегда и везде. Или, как писал еще в XIX веке знаменитый японский поэт Татибана Акеми, как хорошо, когда вскипятишь себе чаю, сядешь, ноги поджав, и набьешь полон рот вкуснющим, ароматным, жирным пельменем.